Добрый день, дорогие рыбы! Добро пожаловать на мой YouTube канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на февраль 2024 года. Ну что, мои дорогие, приплыли, как говорится. На самом-то деле месяц для вас будет очень даже удачный. Месяц будет, я бы так сказала, фартить по полной. Не то, чтобы это был такой прям вот халява-халява, да, нет. Это все причинно-следственные связи ваших действий, то есть все, что вы сделали для себя, для своей работы в прошлом. Я так хочу сказать, что в этом феврале у вас будет столько сил реализовать, продолжить, получить с этого прибыль, то есть дивиденды, да, на что вы рассчитывали, то есть продлить действие своего проекта, я бы так сказала, да, пролонгировать контракт, договор, то есть связи, коммуникации будут идти как надо, то есть общение с людьми вы будете выстраивать как нужно по цепочке, как давно не получалось. Напомню, что у нас на небе ни одной ретроградной планеты не будет в феврале, поэтому все способствует тому, чтобы развиваться, чтобы работать и внедрять все, что давно хотелось. И, конечно же, пока Солнце будет в Водолее, то есть это до 20 февраля, будет такое действие, я бы сказала, очень даже креативное, очень такое быстрое, очень интересное, то есть немножко новизны, немножко такой спонтанный эффект будет у всего этого момента, у работы в том числе, да, но при этом секстиль с Плутоном, с Венером и с Марсом дадут очень много сил для реализации всего того, что давно хотелось, да, и здесь я бы вам сказала не мешкать, не сидеть, не ждать, не переживать, не рассчитывать, что там придет другой месяц и можно будет сделать все там. Не откладывайте на март. Да, конечно, там у многих рыб будет день рождения, но все-таки с 20 февраля уже тоже запустятся дни рождения рыб, и я вам так скажу, вы уже думать будете немножко о другом, поэтому в начале, в первой, да, и во второй декаде февраля, конечно же, работайте, внедряйте, будет очень классно получаться, как вы хотите, именно в некоторые моменты будет сложновато, придется посмотреть на ситуацию, на работу под другим углом, получится немножко кое-где такой спонтанный эффект, но это не страшно, это даже наоборот для развития вам будет необходимо. Ну и, конечно, с 20 февраля солнышко перейдет в знак рыб, и здесь уже такой момент будет более творческий, более такой ленивый, более такой расслабленный. И понимаете это, да, в каких моментах вы как такая сладкая желейка, что можете позволить себе расслабиться, в каких моментах вам необходимо напрячься, потому что напоминаю, что до 20 февраля прекрасное время для работы, для реализации, для внедрения, для активных действий. 10 февраля у нас новолуние, запускается новый лунный цикл в Водолее, да, и здесь, конечно же, с этого дня внедряйте, реализовывайте, что хотелось, что давно откладывалось и не хватало сил будет очень даже много, потому что на момент как раз-таки новолуния у нас еще на небе будет Нептун, да, ваш прямой управитель, он будет как раз-таки в секстиле с Плутоном, с Марсом, с Венерой, и здесь сил будет очень много. Сил, видения, движения и денег для реализации. Плюс еще будет также деньга приходить. Поэтому, ребята, понимайте, да, что откладывать не нужно, будет получаться все интересное, креативное, все новшества, все заграничные поездки, передвижения, переживания, контакты, договоренности. Прекрасное время для того, чтобы наводить мосты, строить связи, я бы так сказала, да, разбивать границы с точки зрения работы, да, расширять свои границы дозволенного, вполне себе действуйте, внедряйте, очень хорошее время. Правда, хочу сказать, что конец месяца будет более такой спокойнее, не такой активный, яркий, динамичный, я бы это так сказала. На
реализацию в том числе, но будет очень много, я бы так сказала, таких мелких споров, переживаний, амбиции, конечно, выйдут на верхний план, да, на передний план. И здесь, понимаете, в этот момент ваш второй управитель Юпитер будет в квадратурах с Венерой и с Марсом, и здесь, конечно же, можно вспылить, можно напылить очень много, испортить тот самый коннект, который случился на работе, испортить те самые отношения, новые проекты, все можно зарубить. Поэтому понимаете, что можно потерять связи, контакты, испортить себе плюсом репутацию, поэтому наступите своей гордыне, я бы так сказала, на горло и действуйте активно в реализации вместе, в компании, в коллективе, для того, чтобы очень классно масштабировать свою деятельность. Что касается личной жизни, то февраль месяц, когда будет такой немножко сложновато это сделать, да, с личной жизнью, потому что у нас весь месяц вообще в принципе не расположен к любви, к лемурным отношениям. Февраль — это месяц такой свободолюбивый, когда мы начинаем резко еще стартовать после всех праздников, грубо говоря, мы в январе все обнулились, и вроде как хочется начать все сначала. Сначала начинается, это такой момент, когда вот еще нужно в этом году научиться жить по-новому, понять, как происходит все вокруг, да. Плюсом у нас еще, конечно же, разворот Урана в конце января случился, и здесь такой момент, что могут отношения быть, я бы так сказала, под вопросом, да. Плюсом еще, конечно же, квадратура Юпитера с Венерой в конце февраля. И здесь, конечно, претензий к партнеру будет очень много, и они будут неприятные, они будут оставлять осадочек. Поэтому, мои дорогие, понимайте, что вы говорите, что вы делаете. Очень сильно весь негатив будет складываться на любовных отношениях, поэтому здесь не пылите. Последняя декада, 10 дней, я бы так сказала, 9 дней, да, у нас февраль 29 дней, високосный год в этом году, поэтому понимаете, да, что последние денечки февраля будут более напряженные, и здесь, но только мы каждый в ответе за свои отношения, за свою личную жизнь. А так, конечно же, понимаете, что мудрость, душевность, духовность в отношениях привнесут гораздо больше плюшек и позитива, гораздо лучше сложатся на работе, на финансовой выручке, да, то есть на прибыли вообще, которую вы себе планируете получить в этом году. И получаете с удовольствием. И февраль — прекрасное время для того, чтобы начать действовать. Да, конечно же, у нас еще будет март, но в марте, напомню, месяц будет, я бы так сказала, не то чтобы вах, месяц будет очень сложный. У нас еще в марте будет коридор затмений, поэтому здесь, пожалуйста, дорогие рыбки, не оставляйте на март все то, что интересно сейчас. Конечно, в марте будет интересно, конечно, там и секстиль с Плутоном, там и большой стелиум в рыбах, да, но кого-то он может заленить, кого-то он может расслабить, кого-то он может, я бы так сказала, дисбалансировать из того состояния, в котором вы находитесь, активно действуя, поэтому действуйте активно в феврале. Прекрасное для этого время, на небе будет множество планет в тех самых знаках, в аспектах, которые располагают к движению, к активному. События вокруг в феврале, конечно же, заставят нас всех понервничать, но я вам еще раз говорю, ребят, наша задача, мы, конечно, живем, мы все социальны, события, которые случаются с нами в мире, они, естественно, тоже все на нас влияют. Но наша основная задача каждого из нас – это, да, конечно же, смотреть, сопереживать события, но вести свою активную, интересную жизнь, потому что задача каждого сейчас не затянуться вот в эту воронку глобальных решений конфликтов. И нам необходимо каждому начать устраивать свою жизнь активно, идти к своей реализации, к такой глобальной, масштабной реализации в этом жизни. Для того, чтобы наша жизнь, жизнь нашей семьи, наших детей становилась лучше. И таким образом мы сделаем этот мир ярче и интереснее. Да?
тем самым мы проживем весь тот кризис, который планируется быть. Он еще не наступил, ребят, не наступил. А для того, чтобы его пережить, нам необходимо самим встать на ноги, иметь опору под собой для того, чтобы помогать кому-то выбираться. Поэтому, мои дорогие рыбки, понимаете, вы чувствуете, ощущаете всю эту глобальную, я бы так сказала, интересную ситуацию, вы имеете мудрость это распознать и понять, и, конечно же, имеете ответственность тоже взяться за свою жизнь и реализовываться, не оставлять это на кого-то, не оставлять на волю случая, а вот захочу, помечтаю и получится. У рыб, конечно, так бывает, особенно у тех рыб, у которых Солнце, там, Луна, личные планеты находятся в стелиуме в знаке рыб, да, так бывает, конечно, намечтать себе можно, но, ребят, мечты мечтами, но 90% всех действий в жизни это не мечты, это прям действия, да. Мечтать это прекрасно, но это все начинает сбываться, когда мы действуем. Поэтому здесь, дорогие рыбки, приложите все свои силы и действия в феврале для того, чтобы в марте, ну, уже как бы быть, я бы так сказала, на гребне волны, чтобы жизнь получалась такой, какой она хочется, не откладывать ее в долгий ящик, потому что, напоминаю, весна у нас будет очень динамичной, и коридор затмений, и соединение Юпитера с Ураном в апреле и в мае, да, напоминаю, что Юпитер это ваш второй управитель, и здесь, конечно же, будет либо очень много бонусов, то есть, видите, я вас с февраля готовлю к апрелю и маю, да, либо очень бонусов много будет, либо наоборот будет обнуление социального статуса, материального уровня благосостояния, то есть уровня материального благосостояния. И здесь понимаете, что необходимо расти, развиваться и делать это сейчас, для того, чтобы был запас времени что-то сделать. Если вы, конечно, не смотрели мои видео еще в 23 году, когда я говорила, ребята, делайте в 23 году, в 23 больше времени, как-то время не так ускорено, да, потому что сейчас Уран развернулся, и он полгода будет в таком ускоренном директном положении, будет подгонять другие планеты аспектами, соединениями, вообще с собой, в принципе, своим нахождением. Поэтому прекрасно понимаете, что мы ускорились, мы еще ускорились, еще быстрее ускорились. И здесь, конечно, хочется пожить для себя, пожить красиво, пожить с семьей, с детьми, пожить на работе, куда-то сходить, чем-то развлечься, наполнить свою яркую, интересную жизнь, ее сделать такой, да. И хочется это еще все помнить, и расслабиться, и выспаться, и отдохнуть. Поэтому здесь составьте себе план, что вы хотите, дорогие рыбы, сделать для того, чтобы реализоваться красиво и интересно. Оставьте себе обязательно место для хобби, для творчества, для того, чтобы наполняться, чтобы вот иметь вот такое вот теплое, свое любимое занятие, которое вам очень нравится, оно вас расслабляет, наполняет, греет душу и, конечно же, в путь, дорожку, в реализацию. Почему для вас этот год вообще в принципе очень важен? Если не смотрели большой гороскоп для рыб на 2024 год, в конце этого видео обязательно прикреплю, посмотрите его. Почему для вас важен этот год? Потому что буквально меньше года осталось, и кармические узлы, которые сейчас находятся на оси Весы Овна, они перейдут в ось Девы Рыбы. Да, мои дорогие, для вас это, я бы так сказала, такой небольшой, большой экзамен. Да, необходимо сделать все свои недоделки, определиться, кто вы, и начать делать. Потому что, перейдя в ваш знак, а еще по воле случая, понимаете, северный узел будет переходить в ваш знак в соединении с Нептуном, с вашим управителем. И здесь, конечно же, будет либо очень много интересных, радостных событий. Тут, конечно, все зависит от натальной карты каждого человека, где это соединение будет у него в карте. Особенно если в вашей натальной карте узлы расположены, северный узел расположен в рыбах, в том числе, или же в 12 доме. Понимаете, насколько для вас важны эти моменты. И да, у всех будет проигрываться по-разному, у каждого будет затрагивать свой дом, потому что у всех у нас, да, рыбки, натальные карты расположены у каждого в своих знаках, домах и тому подобное. Поэтому вы же понимаете, от времени очень много чего зависит.
Поэтому для вас обобщу, 2024 это такой мощный и интересный экзамен, и было бы классно, что вы перед своими днями рождениями пришли к той самой мысли, которую вы давно хотели реализовать, поняли, кем вы хотите все-таки стать и начали уже двигаться, действовать. Времени осталось очень мало. С 20 февраля вы начнете отмечать свои дни рождения, запускать соляры, действовать в жизни. И здесь, ну, понимаете, ребят, да, год это такой достаточно большой отрезок жизни для того, чтобы там и дом построить, и жениться, и ребеночка родить, и профессию обрести, и переехать. Вообще для любого события в жизни целый год это вообще отличный отрезок времени. И если вы хотите реализовать то, что вы давно хотели, пожалуйста, действуйте. Звезды прям вот вам говорят: рыбы, делайте. Не ждите, не надейтесь ни на кого-то, не витайте в облаках. Все уже, пришло оно время. И, конечно же, перед своими днями рождения прекрасное время для этого. Для того, чтобы задуматься и подумать о себе, о своей жизни и какой вы хотите, чтобы она была. Вот такой получился для вас гороскоп на февраль 2024 года. И я надеюсь, дорогие рыбки, что он получился для вас очень положительно, и вы выжмете из него то, что вы на самом деле хотите, да? Что он вам дал то, что вам необходимо, это как раз-таки тот толчок к действию, к вашей реализации. И по классике, если вам не хватает каких-то видео в конце актуальной ролики, на которые вы можете опереться для того, чтобы принять решение, которое вам поможет. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте, спрашивайте их под этим видео. И я надеюсь, что была полезна. И увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока.